Криптовалюта Dash. Dash Digital Cash – первая независимая платежная система на основе блокчейна. Подробности на dash.org. Всем привет! С вами Лиза, и прямо сейчас вы смотрите выпуск свежих Dash новостей на канале RuCrypto. Поехали! На прошлой неделе глобальный платежный процессор Elo Gateway объявил о начале сотрудничества с Dash, тем самым расширяя границы влияния Dash во всем мире и в Азии в частности. Предстоящее внедрение Dash откроет доступ к Dash-платформе и позволит продавцам хранить, отправлять и получать валюту. На сегодня через платформу проходит около 100 тысяч транзакций в день, и это в половину превышает объем транзакций биткоина в день. По словам Шервина Квиамбау, генерального директора Elo Gateway, они выбрали Dash в качестве партнера из-за быстрых и дешевых транзакций, а также сценариев использования, которые он предлагает. Кроме того, у Dash активное сообщество, особенно в тех областях Азии и Европы, где у платформы есть интерес для роста. По словам генерального директора Dash Core Райана Тейлора, это новый и захватывающий шаг для Dash, поскольку Elo Gateway уже является узнаваемым и уважаемым решением для таких сетей, как China UnionPay. Являясь частью одного из крупнейших платежных процессоров в Азии, Elo Gateway – важнейший партнер для Dash, поскольку мы продолжаем искать возможности для продвижения по всему миру, особенно в Азии и других регионах, где активно используется криптовалюта. Использование Dash в качестве платежной системы растет. Особенно в Венесуэле Dash внедряется с головокружительной скоростью. Уже около 300 торговцев из Венесуэлы работают с Dash. Большая часть из них расположена в окрестностях Каракаса. Сейчас уже более 1300 публично заявивших об этом торговцев по всему миру принимают Dash в качестве оплаты, и с каждым днем их становится все больше. Самофинансируемая, самоуправляемая организационная структура Dash, называемая бюджетной системой или децентрализованным блокчейн-управлением, превращает Dash в децентрализованную автономную организацию. Глобальная сеть мастернод голосует за предложения по улучшению экосистемы Dash. Утвержденные предложения финансируются из бюджета, который получает 10% всех новых Dash. Оставшиеся 45% выделяется майнерам, еще 45% мастернодам. Чтобы стать мастернодой, нужно владеть как минимум 1000 Dash. DashPay в Твиттере. Теперь вы можете купить Dash в 400 почтовых отделениях в Австралии за наличные. Один из пользователей Twitter сказал: «Отлично сработано. Это то, что я называю принятием в широком смысле. Это хороший день для криптовалюты». Этот твит говорит о том, что Dash теперь доступен на Bitpanda для торговли. Dash появился в более 400 почтовых отделениях и у около 1300 почтовых партнеров по всей Австрии. Эта криптовалюта удобно покупается онлайн в течение нескольких секунд за биткоин, эфириум, лайткоин, йота и Ripple. Bitpanda – это австрийская криптовалютная биржа, которая специализируется на продаже и покупке криптовалют. Bitpanda.com – полностью автоматизированная платформа. Как только платеж подтверждается, биткоин и другие криптовалюты автоматически отправляются покупателям. Недавно, благодаря повышенному спросу со стороны криптовалютных инвесторов, популярная биржа Bitpanda объявила о добавлении комода и йота на свою платформу. Монеты добавили в листинг еще в середине июня. Помимо йота и комода, платформа поддерживает 6 других криптовалют, таких как биткоин, биткоин кэш, эфириум, Ripple, лайткоин, а теперь и Dash. По мере того, как идет время, криптовалюта Dash постепенно становится более стабильной в сравнении с другими криптовалютами. Причиной тому ее практичность. Ведущая венчурная компания, известная как Andreessen Horowitz, в настоящее время активно инвестирует в цифровые валюты. Ранее сообщалось о возможности того, что Dash в будущем получит жесткую конкуренцию со стороны хардфорка биткоина, монеты Bitcoin Privat. В данный период инвестиций компания венчурного капитала привлекла финансирование в размере $300 миллионов. Компания планирует инвестировать в токены, виртуальные валюты и сети биткоин и эфириум. В планах фирмы инвестирование в течение 10 лет. Крис Диксон, генеральный партнер компании, высказывает мнение о том, что в настоящее время цифровые токены представляют один из отличных моментов для инвестирования.
Финансовые институты уже вложили и продолжают вкладывать средства в криптовалюты. Тем не менее, хедж-фонды специально для криптовалют – это редкость. Инвесторы хотят уверенности в том, чтобы инвестиции приносили хорошую выгоду в течение какого-то промежутка времени. Средства, поступающие от финансовых учреждений, имеют тенденцию влиять на цены на бирже, а также на траекторию криптовалюты. Инвестирование в цифровые валюты, осуществляемое с расчетом на долгосрочную перспективу, способствует стабилизации цены на бирже. В свою очередь, быстрые и короткие сделки способствуют переменчивому характеру монеты на биржевых площадках. Не секрет, что криптовалюта Dash принимается во всем мире большим количеством пользователей и продавцов. Это приводит к увеличению ценности Dash именно по причине ее практичности, а не за счет биржевых игр с ней. В сравнении с другими криптовалютами Dash не столь волатильна и имеет более безопасные условия для инвестирования. Благодаря данным факторам монета Dash имеет тенденцию становиться выгодной для инвесторов. Уникальное и инновационное управление наряду с бюджетной системой позволяют оплачивать разработки на профессиональном уровне. Это помогает Dash в поддержании более низкого уровня комиссий, мер безопасности, беспрепятственного улучшения сети, а также быстрого времени подтверждения. Данные функции делают криптовалюту Dash привлекательной по сравнению с прочими в плане проведения транзакций на ежедневной основе. Криптовалюта Dash продолжает набирать обороты, охватывая все больше людей и локаций. Недавно известный разработчик Dash Чак Уильямс побеседовал с Джеффри Такером. Напомним, Джеффри Такер – известный американский писатель в области экономики, принадлежит австрийской школе, является сторонником биткоина. Недавно Dash представил блокчейн-технологию Академии. Беседа Уильямса с Такером прошла в форме интервью. В ходе него Уильямс попросил Такера рассказать о новом предложении Dash. Предложение атлантского биткоин-представительства предусматривает то, что Атланта, штат Джорджия, станет городом, дружественным с криптовалютой Dash. Данная цель может быть достигнута, в числе прочего, путем предоставления криптосообществу соответствующего обучения. Идея массового принятия криптовалюты Dash также может распространиться путем привлечения колледжей, университетов и посредством мерчантов. Во время интервью с мистером Уильямсом Джеффри Такер заявил, что криптопространство – это всеобъемлющая, привлекательная и демократическая технология, объединяющая расы, классы и вообще всех. Что касается самого города Атланты, то Такер отозвался следующим образом. Город слишком занятой, чтобы ненавидеть. Люди со свободным мышлением, а также стремлением к свободной жизни – вот идеальная пользовательская база криптовалюты Dash. Как выразился Такер, ему хочется каждому предоставить кошелек Dash. Атланта представлена как мировая блокчейн-столица, и криптовалюте Dash нужно здесь продвигаться и быть принимаемой. Много криптоэнтузиастов можно встретить в колледжах и университетах Атланты. Такер объяснил Уильямсу, что идея Dash заключается в посещении университетов с целью привлечь студентов для продвижения принятия Dash среди учащейся молодежи, что может значительно поменять ситуацию. Несмотря на волатильность, криптовалюты предлагают довольно стабильную альтернативу людям, живущим в экономиках с гиперинфляцией, сообщил Inverse Райан Тейлор, главный исполнительный директор Dash Core Group. В данный момент мы видим, что подобная ситуация развивается в Венесуэле, ставшей вторым по величине рынком для Dash. Популярность Dash возросла из-за гиперинфляции, ударившей по Венесуэле и Зимбабве. Съемочная группа Frame 48 недавно анонсировала выпуск документального фильма о работе Dash в Зимбабве. Картина «Начиная с нуля» рассказывает о системе денежных переводов, основанной на Dash, которая претендует на то, чтобы быть первой адаптированной для страны системой по работе с цифровыми платежами, позволяющей пользователям переводить средства просто по номеру телефона. Зимбабве сталкивается как с недоверием к финансовой системе, так и недостатком доступности физической валюты, необходимой для осуществления транзакций, говорит Тейлор. Вдобавок, Зимбабве сталкивалась с разгулом гиперинфляции ранее, и память об этом является движущей силой к расширению сфер применения криптовалют. В годы, предшествующие кризису гиперинфляции 2008-го, зимбабвийцы были свидетелями того, как их деньги теряли цену, и зимбабвийский доллар был деноминирован 3 раза.
В марте Рэй Йосеф, глава обменной платформы Paxful, сообщил, что рост компаний в Африке просто колоссален, особенно в Нигерии и Гане. Венесуэла тоже движется в сторону Dash и других криптовалют, поскольку венесуэльский боливар подвержен значительной инфляции. Латиноамериканские брокерские фирмы, принимающие транзакции Dash, докладывают об увеличении потока криптовалютных транзакций из Венесуэлы более чем на 80%. Подобная картина явно демонстрирует, что в случае гиперинфляции люди готовы начать использовать криптовалюты, говорит Тейлор. Dash кошелек скачивается десятки тысяч раз в месяц. Райан Тейлор утверждает, что Dash находится в уникальном положении и готова к ответу на подобные вызовы. Все благодаря уникальной системе управления. Система бюджета Dash организована таким образом, что когда сеть утверждает финансирование из бюджета, то расходы делятся по сети равномерно, утверждает Тейлор. Спонсоры в привычном смысле не нужны. Никто ни у кого не сидит на шее, и тем самым мы можем позволить себе инвестиции, которые не под силу другим сетям. Следите за новостями, ставьте лайки и пишите комментарии. Спасибо, что остаетесь с нами. С вами была Лиза. До новых встреч! Вы хотите узнать, что такое Dash? И вообще, что такое цифровая валюта? Dash – это новые электронные деньги, которые передаются через независимую платежную сеть, так же, как и биткоин. Но в отличие от него, Dash – это первая электронная валюта, работающая как наличные деньги. Теперь средства хранятся не в банках, а у вас самих, и вы всегда можете ими распоряжаться легко и безопасно. При этом приватность ваших финансов надежно защищена. Платежи Dash скрыты от посторонних людей и организаций, а управление вашими деньгами доступно только вам. Еще одно преимущество – это то, что все транзакции происходят моментально и гарантированно. Поэтому использовать Dash так же просто и надежно, как передавать наличные деньги из рук в руки. Благодаря этим особенностям Dash стал первой формой настоящей цифровой наличности, ведь он обеспечивает такие же приватность, скорость и безопасность. Комиссии за совершение операций незначительные или вовсе отсутствуют. Здесь нет банков, от которых все зависит, и которые берут со всех плату за обслуживание. Вместо этого теперь вся власть в ваших руках. Каждый может использовать Dash в любом месте, в любое время. Достаточно лишь установить бесплатную программу «Кошелек». С помощью Dash можно оплачивать товары и услуги, пересылать деньги друзьям и многое другое, без запретов и ограничений. И это только начало. Dash – это цифровая наличность. Узнайте больше о том, как Dash меняет будущее денег на сайте www.dash.org.